В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Западно-сибирская равнина расположена к востоку от Уральского хребта. Протяженность с севера на юг 2500 километров, с запада на восток до 2000 километров. Площадь около 3 миллионов квадратных километров. В основании равнины лежит молодая западносибирская платформа возрастом не более 550 миллионов лет. Западная Сибирь – это тысячи километров плоских, покрытых лесами земель, которые пересекают могучие реки с плавным течением. Сложенная осадочными палеозойскими породами, равнина является основным источником нефти и газа в России. Для разработки месторождений были освоены труднодоступные заболоченные районы севера. Но экономические успехи человека часто пагубно отражаются на дикой природе, и некоторые виды поставлены на грани исчезновения. Мы на одной из проток в низовье Хаби, недалеко от Кунаватского заказника. В конце лета группа орнитологов привезла сюда несколько больших красивых птиц. Это белый журавль, стерх. Сейчас во всей Западной Сибири в дикой природе осталось всего около 20 таких птиц. Ученые занимаются восстановлением этой популяции. Рыжеватый окрас говорит о том, что они еще птенцы. Им 3 месяца. Родились они далеко от этих мест, в питомнике Окского заповедника в Рязанской области. И с самого рождения были отобраны для участия в программе «Полет надежды». Едва стершата появились на свет, ученые забрали их от родителей. Их воспитателями стали сотрудники заповедника, одетые в белые халаты. Птенцов кормили с помощью муляжа клюва, выводили на прогулку, знакомили с окружающим миром. Но вскоре к этим ежедневным занятиям добавилось еще одно, весьма необычное. Стершат стали выгуливать рядом с работающим мотодельтапланом, чтобы они привыкали к шуму мотора. Когда птенцы подросли, их привезли сюда, в Западную Сибирь, в места гнездования диких стерхов. Основная идея проекта заключается в том, что человек на дельтаплане поведет стершат по маршруту миграции диких птиц. Ведь они, родившиеся в заповеднике, его, конечно, не знают. А после зимовки, по мысли ученых, подросшие птенцы должны вернуться сюда уже самостоятельно. Возобновились летные тренировки, начавшиеся еще в Окском заповеднике. Стершат учат летать в стае и держаться за машиной. Тренировки проходят на восходе и закате не для эффектных съемок. В это время не так сильны восходящие потоки воздуха.
Дельтаплан идет плавно и на более удобной для журавлей невысокой скорости. Наступает осень. В это время дикие птицы собираются на юг. Путь миграции у стерхов длинный. Они зимуют в Индии и Иране. Их маршрут лежит над такими странами, как Афганистан и Пакистан, где на них ведется охота. Поэтому ученые стремятся сократить миграционный путь своих стерхов и сделать его более безопасным. Но как это устроить? Многие виды птиц, гнездящихся на севере Западной Сибири, в перелетах делают остановку на юге Тюменской области в районе Армизонских озер. Здесь своеобразные ландшафты, невысокие увалы, поросшие березовыми колками. Это не те березы, которые, как сорный вид, вырастают на вырубках. Таким рощам тысячи лет. Понижения заняты солоноватыми озерами, их около 300. Одно из крупнейших – озеро Белое. Посреди него есть остров, затерянный в зарослях тростника, где останавливаются большие стаи родственников стерхов – серых журавлей. Тут они набираются сил для перелета через пустынные области Средней Азии, для чего с утра до вечера проводят на фермерских полях. Миграционный путь серых журавлей короче, чем у стерхов. Они зимуют на юге Узбекистана, и ученые хотят присоединить своих птенцов к стае диких журавлей. Поэтому экспедиция прибыла сюда, в Белозерский заказник. Днем, когда серые журавли отправились кормиться на поля, стершата вслед за мотодельтапланом летят на их остров. Здесь люди уже скидывают маскировочные халаты и нарочно пугают своих питомцев. Так грубовато их отправляют в самостоятельную жизнь, где для них главным врагом становится человек. Этот проект идет уже много лет. Он очень сложен и дорогостоящий. А ведь речь идет о восстановлении всего одного вида. Сколько же нужно сил потратить на то, чтобы возместить весь ущерб, нанесенный человеком дикой природе? Ценность западносибирской равнины не только в газе, нефти и черноземах, то есть в том, от чего мы можем получить прямую выгоду. Равнина – огромный резервуар влаги, поверхностных и подземных вод. Помимо многочисленных рек и озер, большую ее часть занимают торфяные болота. Они являются естественными фильтрами атмосферной влаги, принимая на себя загрязнения всей Европы, которые переносятся сюда ветрами с Атлантики. Отсюда уже очищенная вода возвращается в мировой океан.